Не самая очевидная страна для переезда, согласна. Но иногда все складывается весьма неожиданно. В Пномпень, столицу Камбоджи, мы прилетели в конце зимы, из Сибири. И первое наше впечатление – это, конечно же, погода. Сезон дождей еще не начался, и каждый день 35 градусов. Непривычно, но вполне терпимо. Темнеет, к слову, здесь тоже всегда в одно и то же время – 6 часов. С одной стороны, однообразно, с другой – хоть какое-то постоянство. Второе яркое впечатление – дорожное движение. В отличие от наших широт, здесь основной вид транспорта – байк. Они везде. На них перевозят буквально все, от чемоданов, собак и строительных материалов до газовых баллонов и мебели. Водительских прав для него не нужно, поэтому за рулем можно часто увидеть подростков или даже детей. Если сесть за руль вы, как и я, пока не готовы, то есть трехколесный транспорт – тук-тук. Можно заказать в любую точку через приложение. Водитель будет на месте через пару минут. Довольно быстро, довольно удобно. Но это одно из самых опасных средств передвижения по городу. В Камбодже правила дорожного движения как бы есть, но как бы и нет. Поехали дальше. Глупо было бы ожидать, что с первого дня ориентация в городе будет такая же, как и в родном. Поэтому самое главное, что мы поняли, иногда находится быстро, что-то пока и вовсе не нашлось. Есть несколько типов мест, где можно делать покупки. Первое – рынки. Они есть разные, их много. В основном под открытым небом, но есть и закрытые. Условно, конечно, потому что прилегающие улочки все равно заполнены торговцами. Есть небольшие супермаркеты, есть огромные торговые центры, которые и сейчас продолжают активно строиться и в которых постоянно проходят какие-то презентации и мероприятия. Еду здесь также можно найти на любой вкус. Овощи, фрукты, экзотика типа яиц с птенцами – всего в достатке. Часто тебе приносят продукты, которые ты сам можешь приготовить на столе, сварить в бульоне или обжарить на сковороде. По уровню комфорта также есть выбор от уличных макашниц и местных заведений до вполне европейских кафе и ресторанов. Нам только предстоит узнать эту страну. Когда-нибудь случатся поездки в другие города и на острова, на водопады и в заповедники. У нас впереди знакомство с древними храмами и историей этих мест. Точно могу сказать одно. Ожидания и реальность у меня не совпали абсолютно. Я ожидала увидеть джунгли и трущобы, а увидела развивающуюся столицу. Разумеется, я даю себе отчет, что так не везде, и расслоение общества здесь все еще сильное.
Да и за пределы Пномпеня мы еще не выезжали. Самое главное в любом месте — это люди. Кхмеры открытые и общительные. Они искренне тебе рады. Не без моментов, когда на рынке стараются придумать с потолка новые цены, но это мелочь и особенность почти любой страны, где бывают туристы. Сколько мы здесь проживем, мы не знаем. Но только в наших силах сделать время здесь, сколько бы его ни было, интересным и запоминающимся. Надеюсь, так и будет.